Всех приветствую! Сегодня мы с вами соберем комбинацию сеточной стратегии для пары Ethereum USDT, фьючерсы на бирже OKX. Перед нами будет стоять также три задачи. Соответственно, первая задача – это подобрать ту самую комбинацию из десятков тысяч комбинаций с максимальным расстоянием до ликвидации. Вторая задача будет протестировать данную комбинацию на всей истории торгов на бирже OKX пары Ethereum USDT. И третья задача, она опциональная, чтобы у нас среднемесячный профит был больше 5% и чтобы максимальная длина сделки на текущем графике у нас было не больше, чем 14 дней. И в этом нам поможет два скрипта. Первый скрипт – это торговая стратегия, собственно говоря. Таблицу статистики вы можете видеть на экране. Здесь у нас статистика собирается по текущей истории графика. Так как у меня премиум тариф на TradingView, мне доступно 20 тысяч баров. Вот на этой истории у нас, соответственно, тестируются торговые стратегии сеточные. И второй скрипт, с помощью которого мы, собственно говоря, будем подбирать комбинации. И давайте с него и начнем. Начнем его настраивать. В первую очередь мы выбираем направление, это длинное, то есть в лонг направлении будем собирать комбинации. Дальше никаких сторонних внешних сигналов я не использую. Максимальное количество баров для тестируемой истории оставлю 25 тысяч с запасом. Сортировать буду по критерию Final Score. Он объединяет в себе 9 метрик, нормализует их и прогоняет на 30 итерациях с рандомными весами, для того, чтобы, опять же, определить стойкость стратегии и плавный прирост капитала. Количество комбинаций в таблице у нас 10 по умолчанию. Ну, собственно говоря, сколько будет там, столько и будет отображаться. Вот. И обязательно закрываем последнюю сделку. Она у нас, собственно говоря, в количестве не будет учитываться, но она будет закрыта для того, чтобы у нас не было таких комбинаций, которые условно вначале хорошо отработали, а потом просто зависли и долгое время у нас не выходят из просадки. Вот, собственно говоря, для этого мы закрываем. Капитал $1000, проскальзывание обязательно давайте поставим, чтобы у нас не было такого, что у нас на кончике тени свечи закрывали сделки и так далее. То есть с запасом небольшой процент оставим. Плечо 10, комиссия биржи 0,05% и liquidation level 15, он у нас совпадает с уровнем ликвидации по торговой стратегии. Рамки оптимизации я менять не буду, ничего здесь изменять не буду, пускай так все остается. И фильтры, как мы с вами говорили, что, во-первых, минимальная длина сделки должно быть меньше, чем 1344 бара, а это на 15-минутном таймфрейме ровно 2 недели. Вот, расстояние до ликвидации больше 50%, минимальная просадка меньше 90% и максимальный профит больше 50%. Больше по фильтрам мы ничего не будем менять, и все рамки оптимизации оставим по стандарту. Вот, давайте запускать. Вот. Бывает такое, что вылетает ошибка по данному скрипту, так как он за одну часть прогоняет тысячи комбинаций, поэтому расчеты довольно-таки сложные. Вот. Ну, вот видите, как переключаемся здесь комбинации в части, да, туда-обратно, и у нас подгружаются, собственно говоря, результаты первой комбинации. У нас здесь только одна комбинация, по ней мы, собственно говоря, пока не будем никаких выводов делать, да, никаких фильтров корректировать не будем. Вот, просто ее сохраним на графике и пойдем на следующую часть. На вторую часть. Вторая часть у нас тоже вылетает ошибка. Да, бывает такое по времени. Иногда у TradingView бывают пики загруженности серверов. Исходя из этого у нас очень часто начинают вылетать ошибки. Вот, например, как сейчас. Вот. А так обычно этот скрипт работает почти без ошибок, переключаясь между частями, можно спокойно подбирать комбинации. Здесь каких-то тоже я выводов делать не буду. Можно, конечно, подкрутить профит, но давайте найдем большее количество каких-то комбинаций, чтобы у нас можно было сделать вывод о ну, более, так скажем, строгости фильтров, да, для повышения строгости фильтров. Ну вот, например, здесь я вижу, что у нас получилось 69 расстояние до ликвидации, и исходя из этого у нас 50% профита. Ну вот, условно, если бы мы выбирали уже сейчас комбинацию, эту комбинацию я бы для себя взял. Поэтому давайте сразу же подкрутим минимум до ликвидации, поставим 60%, вот, чтобы было больше 60. Профит пока я трогать не буду, хотя вижу, что есть 70%. Вот, но наша самая главная задача – это чтобы данная комбинация прошла всю историю торгов
на паре Ethereum USDT на бирже OKX. Поэтому показатель расстояния до ликвидации у нас в приоритете. Исходя из этого, ну, собственно говоря, эти мы можем отмести сразу же варианты и сохраняем вот это вот на третьей части, да. Сейчас я ее сохраню на графике. Это у нас как наиболее безопасная стратегия будет. Идем дальше. У нас еще осталось 2000 комбинаций. Сейчас мы их протестируем и посмотрим, какие результаты у нас получатся там. Так, тестируем. А вот у нас еще одна, и мы видим уже 86% до ликвидации, причем профит у нас даже больше, чем в той комбинации, которую мы нашли первой. Идем дальше, идем к последней части, посмотрим, будет ли у нас там еще что-то. Нет, у нас ничего нет, поэтому работаем с этим массивом. Собственно говоря, повышать минимум до ликвидации, да, я думаю, это логично. Как минимум 70 поставить, это, я думаю, логично, так как 86 у нас уже есть. Вот, пока я выключу оптимайзер и будем настраивать рамки. Собственно говоря, количество ордеров мы можем видеть, что 8-10. Будем с небольшим запасом делать 7 и, например, 12. 7-12 шагом 1. SO step 0.6-0.8 мы можем поставить 0.5 единицу, 0.5 единицу шагом 0.1. SO multiplayer 1.2, 1.4. Ну, здесь в целом я готов оставить 1.2, 1.4. Ничего не придумывать здесь. Дальше Martingale 1.4, 1.6, 1.4 оставим и 1.6. Ну, давайте 1.7 оставим, да, 1.3, 1.7 все-таки с небольшим шагом, с запасом сделаем. И take profit видим, что 2-3, вот как минимум 2, да, и как максимум давайте поставим 3,5. 3, 3,5. Вот, шагом 0,1. Шагом 0,1. Вот, и давайте посмотрим, сколько у нас в итоге получится комбинаций. Да, 5000 комбинаций также получилось. 2, 3,5. Ну, слушайте, тогда давайте, если у нас 5, можно и 4 поставить. 7000 комбинаций в целом немного. Вот. Давайте еще раз проверим. Там 7-12 у нас количество, да, шаг страховочного ордера 0,5 единица. Да, здесь с небольшим запасом поставили. Здесь 1.2, 1.4, здесь 1.3, 1.7. Take profit 2, 4 с шагом 0.1. Вот, и объем первого ордера 1%. Вот, и что мы, ну, минимум до ликвидации мы, собственно говоря, уже увеличили. И давайте в таких, собственно говоря, при таких настройках протестируем комбинации, начиная с первой части. Итак, первая часть у нас загружается, и мы можем видеть, что у нас здесь прям много. Уже видим, что 86 спокойно у нас пробивается. Ну, собственно говоря, кто нам запретит поставить сразу же 80. 80, и при этом давайте сразу же глянем профит. 86.51, 86.52, 86.51. Окей, давайте 80 поставим, и там уже дальше посмотрим, какие комбинации у нас останутся, и будем уже здесь выбирать по профиту. По профиту, с наибольшим профитом будем забирать комбинации, да, при, соответственно, минимуме до ликвидации 86%. Ну, давайте из этих трех сразу же сохраним с наибольшим профитом, он у нас самый первый показывается. Самый первый показывается, мы его и оставим, один его и сохраним. Ну, у нас в целом здесь SO мультиплеер отличается и шаг, да, то есть, соответственно, здесь шаг побольше, зато SO мультиплеер поменьше. Исходя из этого у нас профит побольше. Идем к следующим частям и тестируем следующие части. Ошибка у нас вылетает. Ничего страшного, переключаемся между комбинациями в части и смотрим на результаты в данной части. В данной части мы уже видим чуть побольше. Здесь видим 54, 54, и здесь у нас просто take profit. Фактически у нас практически все одинаковые. Вот за исключением take profit здесь 2,6, здесь 3. Вот ее мы сохраняем как самую лучшую, да, ее сохраняем, данную комбинацию. Так, стань, табличка. Ее сохранили. Сейчас я более-менее поставлю в центр. Эту можно удалить. Вот в целом идем дальше.
Идем дальше к следующей части, часть третья. Нам всего лишь 7000 комбинаций, всего лишь 7000, да, и всего лишь мы за несколько минут их протестируем. Э, Я думаю, оцените сарказм. Идем дальше. 50% профита 86,21. В целом, как бы 0,01% нам здесь не особо важна. Здесь видим, что максимальная длина сделки чуть побольше 10 дней 15 часов, а здесь 9 дней 14 часов 15 минут. Поэтому с этой части я ничего брать не буду, ничего сохранять не буду. Идем к следующей части. Итак, четвертая часть. 50 профит, 86, 21. В целом все то же самое. Оставляем нашу самую профитную часть. Так, идем дальше. Пятая. И у нас осталось совсем немного. Пятая, шестая, седьмая. Мы быстро сейчас их протестируем. Вот, посмотрим на результаты в них. Здесь 50, 86, 20, все то же самое. Шестую. Идем к шестой части. Ну вот, попали в такое время, когда у нас очень часто вылетают ошибки. Если посмотрите, когда я подбирал для биткоина, здесь в целом профит, здесь все то же самое. Посмотрите, если видео в моем профиле предыдущее, когда я подбирал, собственно говоря, таким же образом комбинацию для биткоина, там данный скрипт работал намного быстрее. Все, мы определились с комбинацией. В целом, давайте теперь ее выносить в нашу торговую стратегию. Собственно говоря, направление длинное. У нас в лонг направление количество страховочных ордеров 10, шаг у нас 0,8, шаг 0,8. Дальше идем 1,2, это у нас мультиплеер, 1,2 мультиплеер. Идем дальше. 1,4 это у нас, так, чтобы не попутать наши параметры, можно вот так вот просто поставить, чтобы у нас была. Да, 1,2 это SO мультиплеер, 1,4 это у нас Martingale, 1,4 Martingale, и 3 у нас Take Profit. Take Profit 3. Вот. Таким образом, здесь больше никаких настроек не применяем. Вот, и давайте на всякий случай проверим, что ну, у нас чуть-чуть здесь больше за счет того, что у нас здесь добавлено, соответственно, проскальзывание, плюс еще немного расчеты все равно в небольших частях отличаются. Опциональная задача AVG Monthly у нас, собственно говоря, среднемесячный профит 7,83 выполняется, это отлично. Вот 14,34 у нас просадка, давайте посмотрим, здесь чуть побольше, 26. Вот, здесь отличается немного. 86, 20, 85, 60 у нас минимум до ликвидации. В целом здесь схоже. И максимальная длина сделки 9,14, ну и 9,6 дней здесь у нас показывается. Все, соответственно, наша следующая задача протестировать данную комбинацию на всей истории торгов. Вот давайте включу метки, посмотрим, как у нас сделки исполнялись. Но перед этим, конечно же, сразу же запущу на всей истории. Так, предварительно обязательно в свойствах надо включить с детализацией бара. Все окей, здесь включено. Все, давайте тестировать на всей истории. Запускаю на всей истории. Вот ждем, пока у нас обновится. И давайте параллельно пока пробежимся, как у нас здесь закрывались сделки. Для меня важно, чтобы они быстро из просадки выходили. Вот, где чтобы не собиралась полностью сетка, вот, чтобы был запас сетки, да, по текущей истории графика. 212 здесь видим, что да, достаточно хорошо, четко у нас закрывались, забирали минимумы по страховочным ордерам, вот, и закрывались сделки, в принципе, до, ну, максимально до 9-6 дней, да, 9,6. Все, по предварительным результатам мы видим, что мы заработали 785%, на эфириуме даже меньше, чем на биткоине. На биткоине у нас в предыдущий раз получилось 1115%. Вот, при этом максимальная просадка 7,4, чуть поменьше, чем у биткоина. Всего сделок 2330 и прибыльные сделки 74,85. При этом, ну, как бы, если внимательно посмотреть, да, проанализировать, мы видим, что в 2021 году, да, у нас огромный промежуток между 21 и 24, да, 3 года, считай. И вот условно, ну, декабрь 21 это, ну, условно 22
с 22 по март 24 года мы сидели в просадке, что, ну, как бы 3 года сидеть, ну, смысла нет, да, сделку держать. Вот, если только вы как бы не относитесь к этому как к инвестициям, как бы поставил, включил и забыл, да. И для того, чтобы нам, собственно говоря, от этой ситуации уйти, так как в данной моей торговой стратегии функционал очень расширенный и разнообразный, мы с вами протестируем такую интересную штуку. Вот мы перейдем к минимуму до ликвидации 3 февраля 2025 года, 3 февраль, 3 февраля 2025 года, перейти к дате. Вот, видим, что, собственно говоря, минимум до ликвидации, давайте даже проверим, 85.63, вот у нас совпадает минимум до ликвидации, до линии ликвидации. И что я хотел сделать? Я хотел поставить стоп-лосс от последнего ордера, последнего исполненного ордера. Вот он у нас последний ордер. Вот, собственно говоря, от него до самого лоя 20% мы можем поставить условно 21 стоп-лосс. Стоп-лосс 21 ставим. И что у нас здесь надо? Надо поставить тип стоп-лосса от последнего from last SO, от последнего страховочного ордера. Ставим галочку. Вот, собственно говоря, стоп-лосс где-то здесь должен сейчас появиться. Вот он появился у нас. Здесь у нас по стоп-лоссу ни одной сделки не закрыто. Вот, так как мы под текущую историю графика адаптировали стоп-лосс. Но на истории, конечно же, у нас будет стоп-лосс. Давайте посмотрим, как это вообще повлияет на наши результаты, насколько они сократятся. Давайте я сразу же сохраню текущие результаты, которые у нас получились на графике, для того, чтобы сравнить с получившимися со стоп-лоссом. Давайте пока я отключу этот скрипт для подбора комбинаций и оставлю здесь результаты, которые у нас получились с нон-стоп сделками без стоп-лосса. Вот, видим, что 314, и видим, что у нас очень часто случался стоп-лосс, да, так как мы его близко, в принципе, поставили, 314%, вот, 4810 сделок, и видим, что и 22 и 23 год, 24 мы торгуем. Что еще можно здесь сделать? Ну, чуть-чуть подальше, да, стоп-лосс, например, 25 поставить, вот, чтобы у нас, ну, и при данных настройках, возможно, у нас будет чуть-чуть больше профит, так как 314, ну, это практически мы в 2 раза сократили, даже больше, чем в 2 раза. Давайте попробуем с 25 стоп-лоссом, вот, и посмотрим на результаты. И будем, соответственно, закругляться, да. Вот мы с вами подобрали все задачи, выполнили. В целом у нас по текущей истории графика у нас стратегия сеточная проходит с профитом 7.83%. Вот АВГ early, то есть среднегодовая прибыль это 93-99, почти 94%. Ну вот видим, что 502% прибыли. Вот, при этом максимальная просадка 61,57, уменьшили ее достаточно. Всего сделок 4398, прибыльных 74%. Фактор прибыли 1,5. Ну и видим, что изначально у нас вот раз закрывалось, 2, 3, 4, 5, 6 сделок закрылось у нас по стопу всего за всю историю торгов с таким стоп-лоссом. Ну, он достаточно, конечно же, болезненный, да. При этом мы заработали 502% за всю историю торгов. Вот такие дела. Ну, фактически, да, если брать декабрь 2019, это условно 2020 год, за 5 лет и 9 месяцев 500%, да, мы заработали. Вот, 500 с чем-то процентов, это практически по 100% годовых. Вот, что, в принципе, в целом и совпадает у нас с текущими результатами, с учетом стоп-лоссов. Без стоп-лоссов мы заработали 785%. Вот, таким образом мы провели с вами оптимизацию и исследование сеточной стратегии на паре Ethereum USDT, получили четкий устойчивый результат, да, получили четкую сеточную стратегию, которая проходит у нас всю историю торгов, адаптировали и даже добавили для нее стоп-лосс, для того, чтобы не сидеть там 3 года в просадке. И при этом у нас по текущей истории, ну и в целом как бы со стоп-лоссом у нас получилось среднемесячный профит 7,83 и почти 100% годовых. Всем спасибо за внимание. Вот, если какие-то вопросы возникают, пишите в комментариях к данному видео.
я с радостью на них отвечу. С скриптами вы можете ознакомиться в моем профиле. Там подробнейшее описание, как эти скрипты работают, какие у них есть возможности и функции. Всем профита, пока-пока.